Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас уникальнейший ТВ-бокс X96A. Отключаю с тестов на текущий момент. То есть мы тесты уже провели все. И это действительно уникальный бокс с обзором на канале Технозон. Поехали. Смотрите, я сразу с AliExpress начну. Этот ТВ-бокс мега дешев. И именно с этим связано то, что люди обратили на него внимание. За $19 они получали бы неплохую конфигурацию. Я вам сейчас эту конфигурацию озвучу. Во-первых, здесь заявляется, что здесь процессор AMLogic S905L. Это здесь заявляется. Но дело в том, что изначально та страница, на которой мы брали, здесь была три варианта процессоров. И S922X, и Allwinner A616 и S905L. На самом деле данный процессор это самое-самое дно. При этом здесь заявлена поддержка 4К 60 FPS, поддержка 5 ГГц, тут и Bluetooth прям есть, ABS, пластик, прям чуть ли не супер, и 2/16. Давайте так, на секундочку, я ссылочку разместил в описании под видео, перейдете сами посмотрите. А теперь мы с вами поговорим, что же на самом деле из себя представляет этот бокс. Я вам могу сказать сразу, что этот ТВ-бокс пойдет под расстрел. И вы не увидите расстрел в этом выпуске, это будет отдельный выпуск, там не один ТВ-бокс у нас готов на расстрел. Поэтому, если вам интересно, там будет еще необычное оружие, то, конечно же, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, да и ждем этот самый выпуск. Выпуск будет очень интересный, серьезно. Но эта эпопея с X96, это же не первая эпопея. Давайте вспомним X96 Max Plus, которые начали клепать из бэушных запчастей, при этом появилось там 5 или 6 ревизий, абсолютно несовместимых по прошивкам друг с другом. Ставили прошивки, там у одного Wi-Fi не работал, у другого часы не работали, у третьего вообще не загружалось. Там было X96 Max Plus 2, Max Plus 100, Max миллиард какой-то ревизий непонятные. И здесь вот я в принципе не удивлен, потому что, давайте так, X96, X4 они что сделали? Они отключили порог тротлинга, и он греется до 98 градусов. Но компания X96 скатилась в полное китайское днище. Если раньше они клепали более-менее достойные боксы, то сейчас я бы этого не сказал вообще. Но что мы получили здесь? Мы получили, да, действительно, AMLogic S905L, 4 ядра по 1,2 ГГц, которые безбожно тротлят до 54% своей производительности. Еще мы получили LAN-порт, при использовании которого периодически у вас перезагружается приставка. Вы даже это в обзоре увидите, когда я вставляю LAN-порт, она просто уходит в перезагруз. Вы получили подсредственный 5 ГГц Wi-Fi и далеко не 2/16, потому что здесь 1/8, из которого доступны 4 гигабайта. Да и не Android 10, хотя они здесь заявляются Android 10. Здесь IP25, это Android 7.1. То есть они даже этого не скрывали. То есть вот это все, что расписано по страницам, что за такие деньги вы там получаете 2/16, 3D, 4К, HDR10. Вы когда увидите, как он проигрывает хотя бы в YouTube, вы поймете, что такое, увидеть нормальному человеку он потом спать месяц не будет. Но, в принципе, все это вы сейчас увидите, доказательная база. Ждите расстрел на нашем канале. Расстрел будет эпичный, с не совсем привычного нам оружия. Поэтому... А еще знаете что, вот участвуйте в розыгрыше ценных призов подарков от нашего канала, там ссылочка тоже внизу в описании под видео, но мы переходим уже на сам по себе обзор. Поехали. Очень такой интересный у нас интерфейс, и знаете, что сразу бросается в глаза? А вы видите вот эту черную точку? Давайте ее на фоне Google Play Store плитки. Вот, смотрите, видите, мышка, вот это мышка. То есть круто вообще этим пользоваться, просто очень круто. На большом телевизоре это вообще выглядит классно. То есть я сейчас присматриваюсь, пытаюсь увидеть. Размер мышки где-то 4×4 пикселя. Это вот надо очень сильно присматриваться, или 8×8 может быть. В общем-то, неважно. Когда я вот вам показывал описание этого всего на AliExpress, мы с вами видели, что там у нас заявлено и 5 ГГц, и 2/16. Давайте подключим сразу к 5 ГГц. Происходит подключение, но это все мелочи. Вот это вранье, оно, честно говоря, надоело, потому что компания X96, она скатилась в дно днищенское. И я вам сейчас это докажу. Смотрите, у нас есть AIDA 64. Это AMLogic, платформа P281, такая же, как на Xiaomi Mi Box, чтобы вы понимали. И тут мы сразу видим OZU 1 гигабайт. Давайте чуть передвину тут, чтобы мне удобнее было. OZU 1 гигабайт. Хранилище у нас 4383, это 8 гигабайт. Теперь центральный процессор у нас Cortex A53, это 4 ядра
по 1,2 ГГц. Это iMlogic S905L. И это самый-самый урезанный iMlogic, который бывает. Он не способен вообще практически ничего. При этом в состоянии покоя он у нас постоянно показывает загрузку 90, больше 90%. 96, 97, 95, 94, ну вот 89, 93 обратно. Любое действие вызывает у него максимальную загрузку. За отображение отвечает древнючий Mali 450 MP, который уже выкинуть пора. Так, сеть. У нас сеть 5 ГГц, connection нормальный, вроде бы спид проверим. А вот теперь самое интересное, там на картиночке был Android 10. Та-дам! Здесь Android 7.1 Nougat с уровнем API 25. Поэтому здесь никакой не Android 10, здесь у нас совсем все по-другому. И доступа к температурным датчикам у нас нет. Это же так просто взять и убрать просто-напросто доступ к температурным датчикам для того, чтобы никто не мог ничего проверить. И никто не переживал за ее нагрев веселючий. Я вам скажу, уже даже это ее, вот то, что обманули, 1/8 плюс Android 7, уже даже это ее подводит к категории расстрельных ТВ-боксов. Но отсутствие температурных датчиков не говорит о том, что мы не можем проверить ее на тротлинг-тест. Мы, знаете, что сделаем? Ой, с этой мышкой это прям, знаете, что здесь есть? Здесь есть шторка. Представляете, внизу даже есть строка навигации. Давайте мы запустим тротлинг-тест, опустимся вниз и будем смотреть на частоты. Да, мы температуру не увидим. Но по частотам косвенно мы увидим его производительность и увидим именно частоты самого процессора, будет он тротлить или нет. Хотя компания X96, они начали промышлять тем, да, вот на примере X96 X4, тем, что отключают порог тротлинга и греется он до 98 градусов. Ну, правильно, чего там вообще думать. Просто давайте сделаем через костыли и будет нам счастье. Пускай сейчас идет тротлинг-тест, потом вернемся к нему. Оу, друзья, смотрите, вообще производительность данного проца, она крайне низкая. Бобик сдох, на самом деле начал проваливаться. Ну, я предлагаю еще, конечно, пару минут подождать, он пытается восстановиться. То есть он затротлил, у него общая максимальная производительность была 126 джипс, это то, что я регистрировал. И вот смотрите, она опять проваливается. И когда он начал тротлить, он затротлил до 8200 джипс, и это вообще просто-напросто дно. Ну ладно, подождем до конца теста. Все, ребята, остановился, потому что дальше это смотреть я не могу. То есть он реально у нас провалился и тротлил до 54% своей производительности. То есть это, ну, если кто хочет, покупайте. Вот скажите, что ее засуживаю. Во-первых, слушайте, где мышка опять? Вот она, все движется. Хотите, покупайте. Я как бы вообще не против, когда говорят, что я там что-то там предвзято, отношусь как-то. Ну давайте вот единственное, спид-тест еще проверю 5 ГГц. Только за 7 Android, понимаете, уже можно было дисквалифицировать. Я понимаю, что можно пробовать подбирать прошивки, но 1 гигабайт оперативной памяти и 8 хранилища для этого ТВ-бокса, даже учитывая его цену, нет, я не готов. При этом еще и 5 ГГц посредственные. При коннекте 867 мегабит у него как минимум он должен был выдавать больше 200. 127, ну ладно, вот этого хватит вообще для этой приставки с головой. Но давайте учитывать то, что мы это все тестируем на AX6000, который способен вытянуть даже самую мертвую приставку. Слушайте, ну давайте еще в 2.4 попробуем. Самое прикольное, что мне писали, что это приставка на 922 процессоре. Я вообще не хотел ее касаться, но дело, что люди очень сильно интересуются и захотели ее покупать. Это ужасно. Ребят, это ужасно. Ждите обзоры. Так, тестируем 2.4. Пробуем. Сейчас, как окажется, под 100 мегабит я вообще обалдею. Да, прикиньте, а. Вот хорошие сетевые модули, вот возьмите нормальный процессор, возьмите нормальную платформу. Да, ну в принципе взяли уже, спасибо, X96, X4 запилили. 75 на 31 это довольно неплохо. Конечно же должны проверить кабель. Все, я вставил кабель, он ушел в перезагрузку. Ребята, вот вам обалденный ТВ-бокс. Я вставил кабель, он ушел в перезагрузку. То есть... Ну, какие-то еще доказательства нужны. Мы сейчас попробуем еще YouTube. Конечно же, протестируем сетевой кабель, попробуем еще YouTube. И отправится он, наверное, у нас на полигон. Давайте обратно. Где наша мышка? Давайте обратно спид-тест запустим. Все-таки кабель надо протестить. Ну, все тормозит ужасно. Давайте еще раз. Запустил один спид-тест. Давай. Ну, я думаю, что здесь сотка должна быть честная абсолютно. Ну, пробуем.
Ну и здесь честная сотка. Тут как бы претензий нет. Единственное, что при использовании кабеля перезагружается иногда. Но это такое действие. Все, сотка, даже дальше не будем смотреть. А вот YouTube, давайте YouTube проверим еще. Не хочется, нет у меня настроения обозревать вот такие ТВ-боксы. Вот нет, я их обозреваю только из уважения к своим подписчикам, для того, чтобы они не накупили вот этого вот дерьма, понимаете? Ой, как это все долго грузится, вы себе не представляете. То есть, давайте подписки, давайте 4К Geoplace, 1.2 процессор, он и не будет нормально работать. Давайте пробуем. Воу, вы вообще это видели? Я в тихом мауте. Подождите, а что это за фишка была? Он в 1080p? Вы видели это вообще? Картинка мыло какое-то, вообще непонятное. Кодеки здесь просто не мертвые. Их просто нет. Картинка 1080p 60 Гц. Подождите, надо проверить дикую реку. Я вообще в тихомауте. Подождите. Да, у него с кодеками. Он его, знаете что? У него получается мылит картинку, при этом очень сильно. Подождите, сейчас попробуем переключиться. Может быть, сейчас дубанем 720p. А ну, подождите. Да нет, она в любом случае, она в мыле картинка. Сейчас попробуем вернуть на 1080p. Вау, а что это за дергание? Вообще жесть. Это трэш. Это трэш. А знаете, как буду выглядеть я на таких видосах? Сейчас я вам покажу свое видео. Давайте, сейчас мы посмотрим на меня. Вообще, это видели? Это жесть какая-то вообще. Иди посмотри вообще. Я такого еще не видел, слушай, я в шоке. То есть у меня вот сейчас наш Алексей, это наш сотрудник, то есть, ну, тебе это нравится? Это просто жесть. Ладно, ребят. Он еще с цветами даже не справляется. Он вообще с цветами, то есть здесь вообще мертвая картинка. То есть, ну нет. Все, ребят, выходим и резюмируем данную коробку. Больше по ней вообще нечего разговаривать. Переходим. А вот вывод у нас однозначный. ТВ-бокс полный шлак, мы никогда его рекомендовать не будем. Компания X96 скатилась вообще до неузнаваемости. И вы знаете, вот после того, как они начали клепать многоконфигурационный X96 Max с бэушной памяти, вот я не удивлен вот этим вот фейком. Поэтому, если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Ждем расстрел на этот ТВ-бокс. С вами был Бабл, на канале Технозон. Пока.